Ребят, всем привет, всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я вас приветствую на своем канале, приглашаю всех любителей Таро на обзор колоды, называется Таро Дель Торо. Эта колода не является новинкой, она уже в принципе более полугода чем на рынке, но тем не менее те, кто интересовался, те, кто на нее, они запрашивал информацию, давайте разбираться, что это такое, так сказать, и с чем его едят, что это за продукт. Итак, как вы уже видите, думаю, по прорисовке, колода здесь будет однозначно на любителя, но в основном это любители готики, любители, как говорят, низших или темных вибраций, хотя я с этим не согласна. Сейчас объясню, почему купила эту колоду, для чего она мне нужна, ну и в принципе, как с ней работать или взаимодействовать. Итак, издательство у нас Titan Books, колода Дель Торо. Это авторская колода Гильермо Дель Торо, режиссера известного, который получил не один Оскар за свои шикарные фильмы, но мы к этому вернемся. В общем, идем она вот в таком вот боксе. Здесь, если вы видите, немножечко отсвечивает ламинация надписей. Картонный бокс, где у нас написано, кстати, сайт, где вы можете приобрести данную колоду. Ну и кратенькое описание, так скажу, введение, да, относительно этого инструмента. Забегая наперед, хочу сказать, что у меня абсолютно нет претензий ни к качеству колоды, то есть ее исполнению, ни к тому, как выполнен сам бокс. Книга, здесь все на высшем уровне, здесь все прекрасно. У меня будет очень много нюансов относительно мануала. Хотя вроде бы никогда, крайне редко на нем заостряю внимание, но я объясню, почему я буду вам давать эту информацию. Итак, вот у нас бокс. Карты у нас изымаются шелковой лентой. Здесь все красиво, все удобно, все классно. И сама коробка действительно привлекает внимание. Вот такая вот у нас рубашка. Рубашка у нас не является двухсторонней. Рубашка у нас односторонняя. И если вы видите, сейчас я вам покажу. Здесь есть пустая карта. Вот, исходя из нее, будем смотреть. Здесь двухсторонняя матовая ламинация. Вот. Толщина карты. Карты хорошего качества, хорошая вырубка. Они больше стандартного, привычного нам размера. Здесь по вырубке все отлично. Если вы видите какие-то зазоры, это потому что она у меня уже была неоднократно в работе, поэтому несколько уже деформировано. Но это по моей причине. То есть к самой колоде нареканий никаких нет. Хорошая цветопередача, хорошая полиграфия. Качество все супер, пока ничего не отслаивается. Я понимаю, что в работе он у меня не так давно, но тем не менее. Сейчас оставлю колоду и буду фактически цитировать авторов, которые прописывали этот мануал, и возвращаться к колоде, чтобы вам было понятно, о чем здесь идет речь, и будем потом уже с вами смотреть галерею самой колоды. Итак, как вы видите, у нас автор, давайте назову так, продюсер, это Гильермо Дель Торо, писатель, тот, кто писал этот мануал и иллюстрировал, Томас Хио. Вот у нас на последнем листке этого мануала кратенько о самом Гильерме Дель Торо и рассказывается, какие фильмы он режиссировал. То есть, как вы видите, и «Лабиринт фавнов», и «Хеллбой», и остальные вот фильмы. Я думаю, наверняка вы все видели. То есть он получил Оскара как лучший режиссер. И немножечко информации о самом Томасе Хио, да, о том, что он иллюстратор, о том, что он профессор иллюстрации, и он преподает в университете Саламанки в Испании. То есть сколько книг он непосредственно проиллюстрировал, о том, что он был и номинирован неоднократно на, вы знаете, на лучшего иллюстратора, и он иллюстрировал Никтономикон, то есть коллекция других разных работ. Он работает на текущий момент на испанском радио. И очень часто дают какие-то рекомендации, как информацию об изучении паранормальных также явлений. Ну и в 2015 году его работа действительно была признана лучшей, и он длительный период уже сотрудничает с многими издательскими домами. Почему возвращаюсь непосредственно к
к самому мануалу. Авторы замечательные, гении в своей нише, гении действительно мирового масштаба, люди, чьи работы признаны, но есть очень большое но. Люди, которые абсолютно далеки от Таро. Я сейчас буду объяснять, почему. Почему у меня такое видение и почему, в принципе, такая здесь сложилась ситуация. Итак, здесь у нас, как вы видите, идет содержание. Здесь у нас Гильермо Дель Торо рассказывает немножечко вкратце о своей матери, о том, что она в свое время была чтецом Таро, то есть тарологом она была, да. Но, тем не менее, учила читать его Ици, изучала, там, помогала ему изучать хиромантию и прочее, но почему-то как до самого Таро особо не дошло. И вот он, скажем так, созрев со временем, решил погрузиться в эти знания и решил обратиться за помощью к Томасу Хию для того, чтобы тот проиллюстрировал данную колоду, прописал, но он как бы по сути проспонсировал ее. И здесь, как мы видим, уже Томас Хи описывает о том, что он обратился к Дону Мигелю, по его мнению, это лучший таролог, которого он знал, о том, чтобы тот ему помог, ну, как дал подсказку, проинструктировал о том, какие должны быть гравюры, на что Дон Мигель был категорически против, потому что он считал, что система марсельского Таро совершенна, не нужно вносить в нее никакие изменения. И он сказал, что он будет опираться на фильмы, имеется в виду Том Хио, что будет опираться на фильмы Дель Торо, будет брать там образы и, соответственно, будет полностью соблюдать символизм марсельского Таро, просто, знаете, как в более современном виде. Как прописано в самом мануале, я не знаю, может, это издательство здесь какие-то привнесло изменения, но те гравюры, которые он ему приносил, этому Дону Мигелю, он был уже на тот момент, когда они с ним общались, коммуницировали, был незрячим. То есть все эти гравюры он, по сути, прощупывал руками. Вот знаете, как слепые, у них есть особая машинопись, да, пропечатанные буквы, при помощи которых они читают. Так вот и здесь он приносил ему эти гравюры, где он четко пальцами чувствовал какое-то изображение, какую информацию он с собой несет. Возможно, если бы на этих арканах была, ну, как бы аналогичная схема, это все как бы прощупывалось, но мне кажется, это было бы, знаете, какой-то изюминкой. Да, безусловно, они были бы более дорогостоящими, но это делало бы в какой-то степени уникальными. Здесь мы этого не наблюдаем. Здесь могу сказать однозначно, абсолютно гладкая поверхность. Никаких ребристостей вы здесь не почувствуете. То есть читать пальцами вам не удастся. Это могу сказать однозначно. И дальше он описывает, как, по сути, нужно работать с Таро, как использовать. Ключевое, знаете, мне очень нравится, что, с одной стороны, люди делают акцент на том, что должна быть сохранена символика марсельского Таро, но при этом говорят о том, что вы вольны в своем чтении, типа, как вам идет информация, так и читайте. С чем я в корне не согласна, потому что база есть база, ее никто не отменял. Безусловно, когда вы в потоке, это одно, но, знаете, плести какую-то чушь, которая не соотносится с действительностью, мне кажется, это как кощунственное отношение к магнетической системе. Так вот, по поводу арканов. Здесь каким образом подается информация? Идет аркан, то есть что легло в основу аркана, и идет описание, то есть какую информацию этот аркан непосредственно несет. Какую информацию он несет в связке с определенными арканами. Ну и кратенько, да, что он означает в перевернутом положении. Ну и, скажем так, как цитаты на тот либо иной аркан. Вот даже с аркана Маг аналогично, да. Что положено в основу аркана, что какую информацию он в себе несет, что, допустим, как усиливает его аркан Колесница или как усиливает его аркан Дьявол, какое значение идет, что в перевернутом положении, ну, опять же, цитата. Итак, по сути, как бы по каждому аркану ничего вроде бы нового здесь у нас нет. Здесь не даются детали прорисовки, символизма, хотя вроде бы они так делали на этом акцент и обращали на это внимание. Сейчас мы перейдем с вами к младшим арканам. Это куда более интересно.
Значит, здесь у нас все стандартно, это по принципу чаши, жезлы, мечи, пентакли, только пентакли здесь называются дисками. Что мы здесь видим? Дается совсем кратенькое значение по каждому аркану. Видите, здесь король, королева, рыцарь, валет, он же паж. По каждой из стихий, да? Вот обратите внимание на это. Сейчас я объясню, к чему я веду. Ну, если вы видите, да, откуда берется персонаж, вот ангел смерти из Hellboy 2. То есть, что легло в основу. Ну, это в основном для тех, кто любит фильмы Дель Торо, поэтому вы поймете, какие персонажи здесь взяты за основу. И теперь мы перейдем с вами, ну, вот так, по всем картам двора идет информация. Переходим к младшим арканам. А здесь, внимание, как я говорю, добрый вечер. Просто идет кратенькое описание, что обозначает там, ну, серия единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка и так далее, десятка, да, то есть какие процессы на каком этапе и стадии развития они находятся. И идет такое кратенькое, знаете, как говорю, личные наработки, кратенькое содержание о том, что как бы никто не умаляет той ситуации, что в перевернутом положении карты позитивные уменьшают, ну, то есть свои возможности, ну, а негативные, наоборот, типа улучшают. И опять же, знаете, как не написано, вот идет там, допустим, туз чаш или туз пентаклей, или там двойка мечей. Не пишет автор о ситуации, это значение идет в прямом или в перевернутом положении. Сейчас объясню вам почему. Потому что если смотреть здесь по этим арканам, ну вот допустим восьмерка пентаклей, да, перспектива банкротства, там потери и так далее. Ну и дураку понятно, что по сути это идет информация об аркане в перевернутом положении, явно не в прямом. Но речи здесь об этом нет. Или вот перевернутая десятка жезлов, потеря энергии или там авторитета или власти. В чем я в корне там, допустим, не согласна. Но это такое. Но теперь ключевое. Сейчас я объясню, к чему я вела. Окей, если вы пишете здесь о перевернутых значениях. Сейчас я так вот придавлю, чтобы вам было видно. Если вы так четко опираетесь на систему марсельского таро, вы же понимаете, я практик. Ну давайте. Вот, например, двойка пентаклей. А ну-ка скажите мне, где здесь будет прямое или перевернутое значение? Как вы это будете понимать? Никак, да? Угу. То есть называется «придумай сам». Мало того, что, допустим, начинающим не дают там никаких трактовок, ну, в общем, полные, знаете, хорошо. Аналогично вы же понимаете, что тройка пентаклей таковой будет, четверка пентаклей. Но здесь разве что можно привязать, да, по цвету, что если будет перевернуто, то вот этот желтый диск, он будет по левую сторону. Ну, например, возьмем эту же пятерку пентаклей. Вы поймете, где здесь перевернутое значение? Или вы будете постоянно опираться, смотреть, у вас рубашка, да, в каком положении? Ну, вы же понимаете, что это чушь? В марсельском таро нет понимания перевернутых арканов младшего порядка. Вот в чем основная суть. Их нету. Я понимаю, еще может быть арканы старшего порядка, но младшего, вы увидите сами. То есть это бред бредовый. Хорошо. Сейчас, ну то есть это я вам показала на прямом примере, чтобы было понятно, как же автор выявляет, где здесь прямая, где здесь перевернутая карта. Давайте теперь посмотрим, сейчас быстренько пробежимся по визуальному ряду. Меня часто спрашивают, да, зачем вы берете такие страшные, ужасные колоды, это все бред, это чушь, как с такими можно работать. Но колоды такого плана, тем более, видите, здесь за основу читабельно, да, угадываемо, взято за основу марсельское таро и техника гравюры, они очень хорошо показывают вопросы деструктива, деструктивных программ, то есть работы вообще с темными энергиями, либо просмотра каких-то сложных ситуаций. Я понимаю, что у каждого это индивидуально, и с каждым арканы говорят по-разному, но тем не менее в моем случае, когда мне нужно точечно просмотреть какие-то вопросы, эти колоды для меня более говорливые. Как вы видите уже по прорисовке,
потому что сейчас многие здесь, кажется, закидают помидорами, заплюют. Какой ужас, как такое можно брать в работу? Или как мне на днях писали, я работала с колодой Таро «Красота ужаса». На что настраиваться? На некротический расклад? У вас такие карты? Ребят, я могу вам сказать только одно, что каждый из вас видит то, что хочет видеть, и видит через призму своего восприятия. Вот когда я работаю с такого рода колодами, для меня это просто колода, это инструмент. У меня нет понятия, фу, боже, какое там ужас, убожество. Для меня есть колода, которая заходит ко мне по энергетике, и есть та, которая не заходит. И неважно, какова она в вашем понимании, светлая или темная, понимаете? То есть здесь это исключительно дело вкуса. Эта колода может стать таким интересным экземпляром в коллекции тарологов. Ну, либо для любителей марсельского таро она действительно будет рабочим инструментом. Особенно те, кто любит у нас колоды, как я говорю, в стиле готики, либо колоды такие темноватые, то однозначно будет для вас. Или вот судний день изображен, да, летить атомна бомба. Як то кажуть, реалії сьогодення. Ну, то такое. Дальше. Вот аркан мир. Изображен у нас здесь кокон. Туз. Ну, здесь нет смысла о чем-то говорить, поэтому повторюсь. Здесь больше обзор и акцент будет на мануал. Сейчас я к нему вернусь. Покажу вам колоду с точки зрения галереи, визуального ряда. Здесь особо, как вы видите, нечего просматривать. Просто с вами я решила поделиться этой информацией. И вернемся к ситуации, связанной с мануалом. На чем хочу сделать акцент, и вы сейчас поймете почему. Западные практики, к сожалению, я не хочу обидеть, я понимаю, что там есть очень сильные люди, практикующие там, и видящие и так далее, но они все равно далеки от практиков, как я говорю, бывшего постсоветского пространства. И вы это поймете по мануалу, или если вы читали их книги, ту литературу западную, да, у них чтение карт идет больше в такой манере, я говорю, слащаво-воздушное. Почему? Потому что они смотрят все с позиции, вот я прихожу, ко мне клиент приходит на консультацию, спрашивает, скажите, удастся ли мне в рамках 3 месяцев приобрести автомобиль? То они не работают так, они спрашивают, а что мне нужно сделать, чтобы я купила автомобиль, а будет ли мне это во благо, какую мне это пользу принесет. Я не спорю, возможно, эти действительно вопросы очень важны, но клиент ко мне приходит не за этим, да, то есть наши практики, они больше работают в таких точечных, узкопрофильных вопросах, бытовых аспектов, без лишней воды, без лишних эмоций, без лишней какой-то лабуды. У них же, у западных практиков, все наоборот заточено, как я говорю, на какие-то воздушные энергии, на разговоры ни о чем. Это, знаете, мне кажется, проще пойти к психологу и решить ваши вопросы или проблемы, чем тратить время впустую. Потому что, ну, зачастую те консультации, которые я видела и слышала, ну, это такое, вилами по воде. Так, ну, галерею просмотрели, ничего особенного вы здесь не увидите. Итак, сейчас хочу сделать акцент на вот чем. Почему я все-таки считаю, что те практики все-таки далеки от практики как таковой. Естественно, уже по мануалу понятно, что это в первую очередь коммерческий продукт, потому что люди, несмотря на то, что там у Гильермо Дель Торо мать была практикующей, но он абсолютно далек от Таро, потому что, честно, ну, такую ересь бы они не написали. Если человек практикует, он это понимает, понимаете, он хотя бы даже делает какие-то практические расклады на ежедневной основе. С этим разобрались. Дальше. Ну, основное, вот, методы чтения. И вот здесь в основу вот этот вот автор у нас, господи, забываю его постоянно, как его зовут, Томас Хио, простите, опирается на наиболее, как с его точки зрения, верный и лаконичный способ просмотра каких-либо ситуаций, которые ему подал Дон Мигель, да, то есть метод по Дону Мигелю. Честно, более бредовых методов я не видела. Я понимаю, что у каждого есть свой способ подачи информации, своя методика. Но, повторюсь, это не для наших практиков. Объясняю почему. Потому что должен прийти
кверент к тарологу, таролог тасует карты, сбивает, половину переворачивает и отсчитывает первые 22. И должен попросить кверента, чтобы тот загадал 4 числа. И вот из этих 22 карт он по номерам будет вытаскивать те арканы, которые там озвучил кверент. Например, там я сижу и говорю там цифра 5, цифра 8, давайте там 12 и, допустим, там 16, да. И вот таким образом таролог достает эти арканы, их открывает, потом он еще их суммирует, тут дается нумерация, как суммировать, сколько по цифрам означает, какую сумму там валет, что означает рыцарь, королева, король. То есть потом это нужно будет сесть, все просуммировать, посчитать. Вы меня простите, но это кружок математики, это нумерология, это все что угодно, но это не таро расклад, это не консультация у таролога. Я понимаю, что вопрос квинтэссенции расклада тоже никто не отменял, и это можно делать, если вы делаете какой-то один маломальский расклад, а не так, когда у вас на консультации 100, 500, 50 миллионов вопросов, которые прописывает кверент. И причем вопросы на себя, на вторую половину, на кума, на брата, на свата, на всех и на вся. И вопросы, как правило, бытового аспекта. Вы будете сидеть от этого все считать, это вот дребедень? Ну, то есть это уже указание на то, что как работают практики Запада. Это, знаете, пришли на консультацию, консультации на 4 карты, намололи воздушной чуши, всем спасибо, все свободны. Все. На этом наша консультация завершена. Ну, потому что даже по тем примерам консультаций, которые здесь представлены, там вот приходил парень, музыкант, не понимал, какое развитие, и здесь Дон Мигель выполнял ему консультацию. И понимаете, там все такие вопросы, вот я тяну карту, скажи мне, что ты в этой карте, знаете, как видишь или чувствуешь. Повторюсь, тогда это работа психолога, а не таролога. Ну вот по принципу... Там маг, дьявол, отшельник, дурак, и там по итогу еще выпала перевернутая колесница. И вижу, что там ты не можешь сделать выбор, ты сам себе тормозишь свои процессы, а давай дотянем дополнительную карту, а давай, а здесь падает аркан императора, а я вижу, это, наверное, какой-то человек, который тебе мешает. Вот, да, точно, как вы правы, мне мешает мой наставник. Бля, простите меня за такую откровенность. Это дичь. С моей точки зрения, это дичь. То есть еще раз вам хочу сказать, что методы иных практиков, они абсолютно неприменимы к реалиям нашей жизни, к тому, как мы читаем карты, как мы выполняем расклады. Если, безусловно, вам важны, как говорю, вот такого эмоционально-душевного плана консультаций, не вопрос. Но, повторюсь, это работа психолога, а не таролога. Вы можете сейчас парировать тем, что таролог должен быть психологом, могу сказать так, частично или возможно. Но основная специфика таролога – это поиск ответов на ваши вопросы. Или как вот еще подана одна консультация, где женщина обратилась с целью понять, почему у нее какое-то такое состояние прострации, как я говорю, почему идет отток энергии. А все выяснилось почему, потому что она была зациклена на вопросах материнства, дети выросли, съехали, и теперь вот ей таролог сказал, вы знаете, там из серии вы зациклены, все время у вас идет отток энергии, потому что вы смотрите телевизор. Да, я все время смотрю телевизор, потому что чувствую себя там одинокой. Занавес. Ну, окей. Возможно, я же говорю, разный менталитет, разный подход, разные жизненные ситуации. Но для нас это неприемлемо. То есть это вам как указание, как акцент, насколько мы разные. Да, я не спорю, колоды у них классные по качеству, классные по изданию. Но вот зачастую то, что касается и символизма, подачи арканов и самой работы с колодой, ну, они явно не понимают, что они делают и зачем они делают. То есть для меня вот эта практика, это, как я говорю, на уровне новичков, но не тарологов. Является ли этот инструмент рабочим? Ну, как вам сказать? Особенно если авторы рекомендуют в большей части практиковать только на старших арканах. Возможно, время покажет. Рекомендую ли я его к покупке? Именно по качеству вопросов нет, но как рабочий инструмент маловероятно.
Поэтому задумайтесь, делайте выводы, подумайте над тем, важно ли это вам, нужно ли это вам. Но если взвесить все за и против, могу сказать так. Покупка не является стоящей. Это мое субъективное мнение, моя субъективная точка зрения. Она абсолютно может, знаете, говорю, быть не состыкована с вашей, но факт остается фактом. В любом случае, я от вас буду ждать обратной связи, буду ждать комментариев, вашего мнения по этому поводу, вашу точку зрения, но я для себя этот инструмент вижу именно в таком ключе. В любом случае, вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых встреч.